Важное послание от ангелов-хранителей. Что же вам хотят передать ваши предки, высшие силы, ваши ангелы-хранители? Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, что же вы за человек? Ну, знаете, вы можете быть в душе очень такой теплый добрячок, но вы этого не показываете. Вот свои какие-то настоящие чувства, эмоции, да, ощущения, ваш внутренний мир вы пытаетесь скрывать. Вы можете внутренне кипеть, бурлить от мыслей, от чувств, но вы этого не покажете. Вы можете быть очень, очень сдержанный на эмоции, на проявление эмоций, да, хотя вы безумно любите вот своих детей, если они у вас есть. Вы очень любите своих близких, да, вот родных. Вы настолько такой заботливый человек, хотя бываете порой такой и жесткий, твердый, но такой, вы знаете, вы справедливый. Поэтому даже к тем людям, которых вы любите, вы можете проявлять такую иногда жесткую справедливость. У кого-то может проиграться, что вы связаны, опять же, по королю мечей, вы можете быть связаны с формой, с армией, либо же иметь такой, ну, довольно жесткий, как я уже сказала, армейский характер. Хотя внутри, да, вы все равно добряк. Хоть вы проявляете иногда такую твердость, да, вот вы такой человек, который... Если уже принял решение, то все, вы не отступитесь. Вы не будете вот мямлить, менять решение по 100 раз. Однозначно, вот сказал, как отрезал. Мужик сказал, мужик сделал. Это про вас. Давайте сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот есть у вас, как вы считаете, ну если так, положа руку на сердце, есть у вас такая жесткость, категоричность какая-то, либо же вы такой прям добряк-добряк, ну поскольку у нас общий расклад, просто интересно, у многих это будет резонировать или нет. Далее. Вы человек, который исключительно любит постоянство, да, вы не будете бегать от женщины к женщине, по крайней мере, вы этого не любите, вы это осуждаете, вы больше такой, знаете, ну, семьянин по своему складу. Это не говорит о том, что вы сейчас можете быть обязательно в браке, в семье, нет. Но вот именно как человек вы такой семейно ориентированный. Для вас важна семья, семейные традиции, родственники. Вы можете помогать своим близким, родным, там, братьям, сестрам, родителям, дядям, тетям. Ну, то есть вот вы всецело обычно растворяетесь в семье, да. Могут даже быть у вас с кем-то из родных, но опять же, неважно, братья, сестры, там, у кого какие члены семьи. Вы можете быть в очень таких теплых, близких отношениях, что казалось бы, что даже друзья не нужны, да, ну, как это бывает, что вот, ну, брат, ну, такой лучший кореш, да, что никто больше не нужен, ну, либо же там у кого-то сестра, у кого-то, может быть, кум, сват, брат, ну, неважно. Кстати, напишите, кто у вас лепший кореш. Есть у вас вот среди членов семьи такие люди, с которыми вы можете и в радости, и в горе поделиться всем, чем только можно. Вы человек на самом деле стабильный, да, вы ну, никуда не спешите, вы не хватаете звезд с неба, вы очень такой рациональный, трезво всегда смотрите на разные вещи, вы, ну, скорее такой прагматик, да. Вы не будете, когда нужно принимать, допустим, какое-то серьезное решение, вы не будете принимать именно на эмоциях, на импульсе, да. Нужно четко все обдумать, нужно не спеша это делать, да, все взвесить. Поэтому есть такая рациональность, такой рациональный подход у вас вообще ко всему. Могут быть некоторые накопления, да, которые вы, в общем-то, довольно экономно тратите, потому что вы не из тех, которые сорит деньгами. И, в общем-то, вы такой, знаете, человек вот системы, у вас все как-то по системе, да, у вас, по крайней мере, либо же нет, либо вы не любите хаос, да, если какой-то хаос у вас случается в жизни, вы можете потеряться и стараться как-то
быстренько все разложить по полочкам, да, как-то вот структурировать свою жизнь. Очень часто бывает такой характер у земных знаков зодиака, да, вот девы, допустим, вот они люди логики, люди таких мыслительных процессов, да, и когда случается хаос какой-то в душе, в жизни, да, вы теряетесь, вы можете замыкаться в себе, вы можете отстраняться, поэтому, ну, вот такой своеобразный у вас какой-то рефлекс, что ли, да, отклик на какие-то внешние факторы, на внешние проблемы и вообще на хаос в целом. По поводу женщин, вы, конечно же, любите женщин самодостаточных, уверенных в себе, да. Вам не нужна женщина, которая ни рыба, ни мясо, которая сама не знает, чего хочет от этой жизни. Вам нужна женщина, которая, в общем-то, и довольно неплохо выглядит, и хозяйка. Ну, то есть в ней должно быть все. Сюда любовницу, и все можно добавить, потому что вы как-то вот, знаете, как будто сканируете, когда знакомитесь с женщинами, вы как сканируете, да, вот при разговоре, при общении, при обычном свидании таком, вы очень сильно обращаете внимание на все мелочи, начиная от того, как женщина выглядит, да, насколько ухоженная она, да, насколько ухоженные там ногти, допустим, волосы, насколько чистые, там, макияж и так далее. То есть вы, ну, я не скажу, что вы прям придираетесь, но достаточно очень так скрупулезно, да, оцениваете, что ли, да, вот женщин, когда знакомитесь. Ну, давайте посмотрим, что же за важное послание от ангелов-хранителей, да, мы сейчас посмотрим разные послания, потому что, да, это общий расклад, а вы, кому что подходит, примеряйте под себя. Итак, что вам нужно знать, о чем вам хотят поведать высшие силы? Смотрите, у кого-то из вас сейчас однозначно какое-то, но я не скажу, что это прям депрессивное настроение, состояние. Это может быть период какой-то паузы, период завершения одного этапа и начала другого. Но этот какой-то вот такой момент, он может вами восприниматься как кризисный, да? То есть, может быть, сейчас у вас упадок сил, такое безразличие, апатия, ничего не хочется, да? Хотя вот когда-то вы были, может быть, более общительный, более такой какой-то целеустремленный. А сейчас у кого-то может проиграться, что вы либо же, может быть, узнали там, что болезнь какая-то у вас обострилась, да, может быть, диагноз какой-то. И вы можете вот очень сильно переживать, да, у кого какие проблемы, просто берите под себя, переворачивайте. Это какой-то вот, знаете, как будто переломный этап. Это может быть период, когда нужно все обдумать, переосмыслить, взвешенно принять какое-то важное решение. Это может касаться абсолютно любой сферы. Хоть перемен в личной жизни, хоть работы, да, хоть по здоровью, финансах, это все что угодно может быть. Вам на помощь должен прийти какой-то человек, да, вот вам послание. Вам должен прийти какой-то человек, это может быть, если, допустим, это по здоровью, то обращайте внимание на доктора. Доктор может быть, ну, такой плюс-минус до среднего возраста, то есть не преклонных лет. Доктор довольно компетентный, довольно неплохой. Поэтому прислушивайтесь к рекомендациям, которые он вам будет назначать, да. И неважно, это таблетки, либо операция, у кого что проиграется, да. То есть слушайте его, потому что у кого-то из вас могут быть мысли, что да, он молодой, некомпетентный, не особо знает, да, поэтому может быть такое довольно скептическое отношение. Но вот вам высшие силы, ангелы-хранители передают, что нет, доктор хороший, у кого это резонирует. Далее, у тех, у кого просто, вот как я уже сказала, какие-то другие, да, тяжелые периоды, опять же, вот вам ангелы-хранители передают такое послание, месседж такой, что это период очень такой будет короткий, не огорчайся, не расстраивайся и напрасно не трепай себе нервы окружающим, потому что вы можете себя накрутить до того, что, ну, действительно начнутся какие-то и психоэмоциональные, и даже у кого-то психические расстройства, потому что вы, несмотря на свою такую твердость, может быть, жесткость даже какую-то, внутренний вы человек, который себя может накрутить очень сильно.
Здесь может быть и психосоматика, здесь могут быть надуманные какие-то истории. То есть вы еще можете относиться к тревожному типу личности. То есть накрутить себя наперед, да, а вдруг это случится, а вдруг то, а вдруг вы не выйдете из кризиса, а вдруг вы не найдете работу, а вдруг вы не найдете новую женщину. Ну, у каждого свое. Поэтому вот вам передают, не накручивайте, у вас все изменится. Причем изменится очень скоро. И вот свою императрицу, у которой нет, ну, у кого из вас еще нет, допустим, новой женщины, то вы найдете и свою женщину, у кого-то вот даже беременная женщина проиграется, да, то есть что у вас еще ребенок может быть. Поэтому кто из вас сейчас переживает по поводу личной жизни, там деньги, все что угодно, это очень временный этап, и выход вы найдете. И опять же, вот по поводу финансов, либо если это какие-то рабочие моменты, здесь опять же найдется человек, который вам каким-то образом поможет. Человек также может быть, ну, плюс-минус среднего возраста, ну, где-то до 45 лет, который, ну, то ли вам работу даст, то ли, может быть, денежку кому-то одолжит, то ли еще каким-то образом поможет. То есть, вот, не накручивайте себя, не впадайте в депрессию. Это период очень-очень временный, и он, ну, не будет он такой затяжной, и жизнь на самом деле у вас не такая черная, какая она вам может сейчас казаться. Далее, сейчас я уточню еще один момент. Смотрите, это скорее будет касаться, ну, вашей бывшей женщины, да, то, что нам передают ангелы-хранители. Вот у кого из вас какие-то незавершенные отношения, может быть, конфликтное общение. То есть вы можете разойтись уже, вы, ну, можете все равно по каким-то вопросам общаться. Эта женщина может провоцировать вас, да, может выводить на скандал, может какие-то нападки устраивать, да, по любому поводу. Эта женщина как энергетический вампир. Вот вам совет. Старайтесь, вот даже когда она будет выводить вас на эмоции, да, пытаться выбесить вас, вот постарайтесь вот как угодно себя уговаривать и отвлекайтесь, но не реагируйте эмоционально на ее какие-то выходки, уколы, там, нападки, да, вот что бы она ни чудила. Постарайтесь такое внутреннее спокойствие сберегать, потому что будет из вас тянуть энергию, и вы можете почувствовать даже некое такое опустошение, да. Может быть, у вас уже были такие ощущения, вот когда вы даже жили с ней вместе, что она, ну, реально как энергетический вампир. Особенно, когда вот вы конфликтовали, может быть, да, вот напишите, у кого это резонирует. Вы могли оставаться без сил, да, вот как бы выжатый лимон. Вроде бы покричали, поругались, да, ну, как обычно, ничего такого. Но, тем не менее, вот она после конфликта может, знаете, цвести, пахнуть, она как будто энергии, сил набирается, а вы чахнете. Поэтому не отдавайте свою энергию этой вашей сварливой, да еще и бывшей женщине. Кому-то из вас также совет, смотрите, кому-то из вас потребуется очень сильно разными методами поддержать вашу нервную систему. Ну и психику тоже, в принципе, сюда можно отнести. Поэтому вам ангелы-хранители советуют, опять же, кому какие способы подходят. Может быть, кто-то займется медитацией, кто-то релаксом займется, да, какие-то другие практики, техники. В интернете их очень много, мы сейчас это не будем разбирать. Нужно, может быть, кому-то даже успокоительные таблетки попить, потому что ваша нервная система в последнее время, возможно, из-за этого кризиса, да, либо из-за просто каких-то переживаний, очень сильно могла пошатнуться. Вы можете плохо спать, вы можете как-то в последнее время более бурно реагировать даже на те вещи, на которые раньше могли вообще не реагировать. А сейчас вы, возможно, вот кто-то стали такие, как спичка просто, да, вот вы можете мгновенно зажигаться, да, да, вы быстро тухнете. Но вот эти вот скачки такие психоэмоциональные, да, они могут привести, либо уже у кого-то привели, либо к неврозу, да, к бессоннице, каким-то вот, у кого-то это может начаться просто, знаете, паранойя, мания, преследование, ну, то есть много разных нервно-психических расстройств может быть.
Поэтому вот займитесь своим здоровьем, вот именно нервно-психологическим здоровьем. Может быть, даже кто-то сходите к психологу, да, там, ну, можете к тарологу, в принципе, кто хочет, да, вот кто ко мне обращался, то мы можем пообщаться и как таролог, и как психолог, да, как дружбаны с некоторыми мы уже общаемся, с личными такими моими клиентами, да, которые постоянные клиенты, уже просто звонят мне, говорят, что, ну, с вами как с другом можно пообщаться. Мне это, конечно, очень приятно. Так, какие еще советы? Какие советы? Ну, опять же показано, да, в принципе, я уже это озвучивала, у кого проблемы в личной жизни, вы найдете свою пару. Причем вот показано, что это будут какие-то такие, знаете, очень стремительно развивающиеся отношения, в которые вы, может быть, уже вот некоторые не верите, что так может быть. Но, тем не менее, вот Вселенная вам пошлет человека, как будто вашу вторую половинку, с которой вы будете на одной волне. Вы можете изначально ощущать, что это вот ваш родной, близкий человек, потому что, ну, все легко и просто складывается, да? Вы почувствуете вот себя императором с этой женщиной. Сейчас вот вы, у кого такое упадническое, такое, знаете, состояние, вот которое я только что описывала, какого-то безразличия, апатии и так далее. Вот сейчас вы можете вообще себя чувствовать опустошенным и не верить ни во что, никому, ничему, да, какие-то женщины, да, я уже не смогу полюбить и так далее. Но, тем не менее, вот ангелы-хранители говорят, что нет, ты найдешь свою пару, ты найдешь свою семью. И, как я уже говорила перед этим, да, что у кого-то и ребенок еще может родиться, у кого это, ну, понятно, есть возможность, там, возраст позволяет, средства и так далее. Кто-то из вас, смотрите, опять же, нам здесь указывают, что есть некое магическое воздействие, и кто-то из вас это либо уже подозревает, либо вот каким-то образом вы узнаете, может быть, вы там на диагностику обратитесь, да, и вам скажут, что да, есть какое-то воздействие, и вот вам советуют избавляться от этого, потому что могут у кого-то из вас быть вот именно проблемы в жизни магического характера. 100%, да, ребят. У кого есть какие-то подозрения, может быть, вы четко знаете, что кто-то вам что-то делал, но здесь нужно это снимать, нужно избавляться, потому что вот у кого-то из вас под влиянием магии, да, могут появиться вредные привычки, либо уже появились, да. Можете начать скатываться, ну, то есть с рюмочкой все чаще обниматься, да, хотя вы, в принципе, как человек к этому не расположены. Но вас может эта зависимость тянуть все больше и больше. Поэтому, кто хочет ко мне обратиться, добро пожаловать, да. Но обратите внимание на это, потому что это очень такой, ну, серьезный звоночек, серьезный момент, который высшие силы хотят до вас донести. У кого-то из вас стоять будет на кону повышение по карьерной лестнице. Вы можете уже, может быть, обсуждать, оговаривать там с начальством, с кем-то, да, но вам могли сказать, что вот, либо же пока не время, пока нет возможности, либо еще какие-то загвоздки, да, вот какие-то ограничения. Но здесь, в принципе, либо же вам нужно выгрызать эту должность, если вы захотите, да, потому что здесь могут быть, ну, такие манипулятивные действия, да, здесь можно повернуть эту ситуацию в вашу пользу. Поэтому совет вам от высших сил, если вы хотите там расти по карьерной лестнице, да, либо же там что-то застопорилось, может быть, вам обещали, да, что вот мы тебя сделаем, ну, к примеру, там, бригадиром, начальником отдела, там, либо еще кем-то, а потом что-то переигралось, вот так и знайте, что здесь нужно, ну, немножко такой, знаете, настойчивости, где-то немножко такой трезвой наглости проявить, потому что, ну, здесь могут поставить просто своего человека. Хотя здесь, в общем-то, и ваша кандидатура рассматривается, либо будет рассматриваться, но проявите активность. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!